Приветствую всех зрителей канала на чемпионате мира 2024 года по легкой атлетике в помещении, проходящий в Великобритании, в Глазго. Это арена Содружества, здесь в течение 3 дней и проходит данный чемпионат. Сегодня у нас второй соревновательный день и вечерняя сессия. Расписание трансляции и, вернее, дисциплин, которые будут проходить в рамках этой трансляции, на ваших экранах. Хочу обратить внимание, что время московское. Так вот, в начале у нас 22:05 женщины прыжки с шестом финал. Дальше 22:10 уже беговая программа. Мужчины бег на 60 метров с барьерами полуфинал. Дальше 22:30 также мужчины прыжки в высоту. Это семиборцы, они у нас соревнуются в течение 2 соревновательных дней. То есть мы их завтра еще увидим. Они у нас уже начали соревноваться в утреннюю сессию. Так вот, у них в расписании бежали они 60 метров. Также были прыжки в длину у них уже и толкание ядра. Так вот, после 3 дисциплин у семиборцев лидирует швейцарец Симон Эхаммер. На второй позиции у Эхаммера, кстати, 2800 очков. На второй позиции находится эстонец Йоханнес Эрм. 2739 очков. Дальше спортсмен из Багам, это Кен Маллингс на 3 позиции. Суммой 2684 очка после 3 соревновательных дней. Также в рамках утренней сессии у нас проходили сегодня финалы прыжки в длину у мужчин, где победу держал греческий прыгун Мальтиадис Тентоглу с результатом 8 метров 22 сантиметра. Итальянец Маттео Фурлани также прыгнул 8 метров 22 сантиметра, но по дополнительным показателям все-таки именно греческого спортсмена поставили на 1 место, итальянец, соответственно, 2. Ну и с результатом 8 метров 21 сантиметр на 3 позиции разместился ямаец Керри Маклеод. Ну что ж, большая просьба для тех, кто только присоединяется к трансляции, поражать лайк этому видео, чтобы нас немножко становилось побольше. Ну и ждем первые соревнования на сегодня. Ну и буквально остается 5 минут. Первые соревнования — это прыжки с шестом у женщин финал. Я думаю, вы помните развязку женских прыжков с шестом на чемпионате мира прошлого года, который проходил у нас в Будапеште. Там у нас победу разделили 2 прыгуни. Это австралийка Нина Кеннеди и американка Кэти Мун. Нины Кеннеди сегодня не будет, но американка Кэти сегодня есть в заявке. Да, всех приветствую, кто только присоединяется к трансляции. Вот как раз нам показывают прыжок Эхаммера. Это соревнование семиборцев.
Так, расписание я, наверное, пока убираю, чтобы оно не отвлекало нас. И секундомер тоже, наверное, сейчас уберу. Большая просьба также подписываться на остальные соцсети, телеграм-канал, группа ВКонтакте, так как на ютубе трансляцию могут и забанить. Поэтому копируйте ссылки в описании под видео с альтернативными трансляциями. У нас идет трансляция параллельно сейчас ВКонтакте, на платформе Кик. Ссылка на платформу Кик есть в телеграм-канале. Там же есть, конечно, и ссылка на группу ВК, где, соответственно, тоже идет сейчас трансляция. Ну и Гранд Холлоуэй на ваших экранах. Американец сегодня будет себя пробовать на 60 метров бег с барьерами. Я напомню, что Гранд Холлоуэй у нас является чемпионом мира в дисциплине 110 метров бег с барьерами. А русский пар спрашивает, ты биатлон показываешь? Показываю. Так, идет представление участниц у женщин. Прыжки шестом. Ли Линк. Китайская спортсменка. Дальше видим итальянка. Это Роберта Бруни. Француженка. Это Марго Шеврия. У нее личник 4 метра 71 сантиметр. Дальше спортсменка из Чехии. Свабикова. Дальше видим греческая спортсменка Айкатерини Стефаниди. Анжелика Моссер из Канады. Вернее, Швейцария. Вот канадка как раз вот это у нас Алиша Ньюман. Новозеландка Элиза Маккартни. С личником 4 метра 94 сантиметра. Дальше у нас Вильма Мурто. Спортсменка из Финляндии. Вильма Мурто. Я напомню, что у нас она была бронзовым призером на чемпионате мира в Будапеште прошлого года. Санди Моррис, американка. С личником 5 метров ровно. Дальше Великобритания Молли Колдари. А в этом сезоне показал результат 4 метра 86 сантиметров. Ну, конечно же, даже без нее Кэти Мун. Чемпионка мира. Действующая в этой дисциплине. Так, я забыл включить интершум. Если вдруг будет очень громко, напишите. Yes, I would say so. It's a really intriguing pole vault final. Huge pressure on Caudry.
Scorching to the top of the world's leaderboard. McCartney coming back to form as well. So we're trying to give you as many different ways to enjoy this championship as possible. Ну что ж, и совсем скоро у нас будет беговая дисциплина. Как раз мужчины бег на 60 метров с барьерами, полуфиналы. Буквально через 3 минуты первый забег готовится. Всего в рамках полуфиналов будет 3 забега. Из каждого забега 2 спортсмена проходят напрямую, 2 первых, ну и 2 отбираются по времени. Как видим, готовится Анжелика Моссер, швейцарка. Спортсменке 26 лет. Moser has been so close to Nicole Bucher's national record of 480 over the years. She hasn't quite managed it yet. Best of 475 from a few years ago. У нее личный рекорд это 4 метра 75 сантиметров. Она у нас находится на 7-й позиции в мировом рейтинге. Hitting a lifetime best. She actually suffered a very bad concussion back in 2021, Newman. She was really on the rise in this event, looked poised to get onto that senior global platform. But is this Newman perhaps packing up her bag and not starting competition unless she's just looking for somewhere else to sit? Итак, первая высота это 4 метра 40 сантиметров. Но многие будут ее пропускать. Но Анжелика Моссер начинает именно с нее. Так, я надеюсь, все нормально по интершуму. Если что, пишите, конечно же. Так, Анжелика Моссер, первая высота, и взята она успешно этой спортсменкой. Дальше у нас готовится греческая прыгунья. Вот она на ваших экранах, Стефаниди. А Екатерине Стефаниди с личником 4.64. 34-летняя спортсменка, и ей высота это тоже покоряется. И 4.64 это в этом сезоне, так у нее личник все-таки 4.91. Роберта Бруни, 29-летняя. Вот у нее как раз личник 4 метра 73 сантиметра. Так, Бруни. Ну и смотрите, первая высота, и уже итальянка испытывает проблему. Our first track action is about to begin. Так, у нас беговая дисциплина, 60 метров бег с барьерами. Идет представление участников. Первый номер это у нас Матье Жаке, швейцарец, с личником 7.62. Далее у нас бельгиец Майкл Обасуэ. Спортсмен, представляющий Казахстан, Давид Ефремов. 7.59 у него личник. В этом сезоне как раз показанный. Спортсмен из Кипра. Это Милана Райкович. Дальше у нас испанец
Асьер Мартинес. По шестой дорожке француз Джаст Кваумати. Американец по седьмой дорожке Кэмерон Мюррей. И по восьмой китаец Лю Дюиньти. Так, по поводу рекорда на 60 метров с барьерами в помещениях, здесь у нас результат 7:30 является рекордным. Этот результат установлен еще в 1994 году британцем Колином Джексоном. Посмотрим. Напомню, 2 первых спортсмена проходят дальше, и 2 среди всех забегов отбираются по времени. Так, и уже есть первый фальстарт. Посмотрим, кто же здесь был виновником. If there was a twitch, might even be the Swiss athlete in lane 1. There was just a slight sitting back in the blocks. That's the only thing I saw to the naked eye. Top of picture. Well, it was in the middle. It looked like it was Yefremov and Trakovic, but it was pretty marginal. The previous angle showed us there might have been the merest hint of movement from Yefremov of Kazakhstan and Trakovic. They're in 3 and 4. Well, the reaction times are indicating Martinez just it's got to be better or it's got to be slower than 0.1. Время реакции 93 тысячные. Ну и он получает красную карточку, и все. Дисквалифицируется. Что ж, Асьер Мартинес выбывает из соревнований. Посмотрим, возможно, оспорит, но вряд ли. A tiny bit of movement from the athletes in 3 and 4. Now, I'm keeping my fingers crossed here. I know rules are rules, but Martinez is going back to 5. So, has he decided to run under protest? Or are they going to pull that? Ну, смотрите, все-таки возвращается у нас испанец. Athlete in lane 5 is running under pro. Okay, so Martinez will run under protest. What he's got to do now is try and finish in the top 2. He's right in the middle of your picture. Это странная карточка, вроде как красная. Но, видимо, испанец остается. Jacquet, Switzerland 1, Obasiu, Belgium 2, Yefremov, Kazakhstan 3, Trakovic, Cyprus in 4, Martinez, Spain in 5, Kwaumathi, France in 6, Murray, USA 7, Liu, China in 8. Martinez running under protest. Top 2 plus 2 non-automatic qualifiers advancing to the final. Но в любом случае Мартинес остается. This time they are away. Итак, смотрим, кто же здесь у нас одержит победу. И, по-моему, это Трайкович. Показывают нам Мартинеса. Да, Трайкович у нас становится первым, 7:53. Because you're focused on every small sound, every movement, so sometimes it's really difficult because
If your feet are in the blocks and you don't push it, then it's no false start. But every twitch is difficult when you see it in your eyes. Кто-то анонимно прислал 250 рублей. Благодарю за поддержку. Спасибо также, что оплатили комиссию сервиса. Да, поддержать вы можете либо по ссылке в описании через систему Donation Alerts. Также ссылочка находится в описании, в закрепленном сообщении в чате, если вы смотрите на YouTube. Но также напрямую по номеру карты. Номер карты тоже есть в описании. Это даже и для тех, кто смотрит на ВКонтакте. Там в описании тоже все реквизиты есть. To Trakovic, they're looking at the photo. Well, there was a quick glimpse of it there. Very, very close. It may well come down to thousandths of a second between Trakovic and Martinez, but they were the men in the shake-up for the automatic spots. We think if Martinez can. Так, почему-то пока только результат Трайковича у нас. Chris Cohen looks pretty relaxed. So, Trakovic is fourth from the top. He got a good start, the Cypriot. Неплохо стартовал как раз Трайкович, видим. По крайней мере, первую часть дистанции лидировал, потом тут испанец его пытался нагонять и уже буквально обходил. По-моему, как раз Мартинес-то и выиграл, да, здесь? Очень плотный финиш. Тут и американец был близок. Француз, по-моему. Кто-то через Тинькофф присылает 300 рублей по номеру карты. Благодарю за поддержку. So the drama continues here, right? So I thought to the naked eye, Martinez got it on the dip. Ну и тут видим, у нас, конечно, сложная ситуация. По-прежнему непонятно, кто на какой позиции располагается. И соревнования у нас задерживаются. Так, ну пока тут решают, посмотрим, что там у нас. Женщины, прыжки в высоту. Лилинг у нас не взяла с первой попытки 4.40. Но со второй все-таки удалось ей покорить высоту. The 60-meter hurdle semis has certainly started with plenty of talking points. We saw a three-way tie in the women's heat in the 400 meters to qualify for the semi-final. And there are only 2 automatic spots here available across 3 semi-finals. That's why they have to separate those 3 gentlemen. Eli Bakari of Belgium takes lane 1 here in the second semi-final. He's a physiotherapist. Так, у нас пока будем готовиться следующий забег. Пока с первым, я думаю, будут разбираться. Так, здесь у нас по первой дорожке Али Бакари, бельгиец. Дальше польский спортсмен Ильян. Француз Вильгельм Белотян по 3-й дорожке. Дальше 4-я дорожка американец Ганнингем. 5-я дорожка швейцарец Джейсон Джозеф. 6-я дорожка испанец Энрике Льопис. 7-я дорожка Дэвид Кинг. И 8-я дорожка спортсмен из Бразилии Эдуардо Родригес. Joseph took the title in Istanbul on the European level with a national record of 7:41 and 7:43 at the Swiss National Championships, but he was way. Так, все-таки по поводу прошлого забега.
Я так и не понял, по-моему, Мартинеса все-таки дисквалифицировали. Милан Трайкович первый, Майкл Обасуи, бельгиец, второй, Джасквау Мати также делит вторую позицию, кстати, с бельгийцем. Belgium in 1, Kilian of Poland in 2, Belosian of France in 3, Cunningham of the United States in 4, Joseph of Switzerland in 5, Lopez of Spain in 6, King of Great Britain and Northern Ireland. Посмотрим, как пройдет этот забег. From Brazil in lane 8. No drama here with the start. Was it Belosian first to the first hurdle and then he started smashing every. По-моему, американец сейчас впереди, Трей Каннингем. Да, Трей Каннингем здесь побеждает с результатом 7:49. Энрике Льопис на второй позиции. It was heartbreak in Istanbul. He was poised to take a medal. He's been in fantastic form all season. And it's only just been the last few weeks where we've seen the Spanish athlete get back. Льопис, наверное, да, правильно-то? Энрике Льопис. Льопис у нас на второй позиции и Бакари третий. Belosian will be really disappointed with that. He got a fantastic start, but then clattered one of the barriers, either the first or the second barrier, and then all his momentum went. And when you're only running for 7.5 seconds, Мартинес там по-прежнему ходит, не понимает, что происходит. Но вот я смотрю, на официальном сайте написано, что дисквалификация Мартинеса. Это испанец из первого забега. Кто-то анонимно прислал 100 рублей, благодарю за поддержку. Так, пишут, значит, это не полуфинал. Нет, это полуфинал. Я же объяснил, что это полуфинальные забеги. 3 полуфинала, из них в каждом забеге 2 первых проходят дальше. То есть, получается, отбираются 6 спортсменов. И 2 спортсмена среди всех полуфиналов отбираются по времени. Соответственно, набирают 8 спортсменов. Так и надо на дорожку. На 8 дорожек, да. Это у нас результаты первого забега на ваших экранах. 1-2 спортсмена показали одинаковое время. Это показывает нам Масьера Мартинеса. Конечно, испанец недоволен. Все-таки по факту-то он в забеге победил. Defending champion Sandy Morris on the runway. She skipped the opening height at 440. Oh, that was a lovely clearance at 455 for Sandy Morris. Так, это у нас Сэнди Моррис, я так понимаю. Удачная попытка у американки. Да, это высота 4 метра 55 сантиметров. Кэти Мун пока первую высоту 4.40 пропустила. Посмотрим, как будет ли она прыгать в высоту 4.55. Анжелика Мозер испытывает проблему. Первая попытка на высоте 4.55 неудачная, как и у Роберты Бруни.
PB shape. 763. Richard Diawara. The Mali athlete. Диавара по второй дорожке видим. 2 years ago. Это идет представление уже третьего забега. Shenglong Zhu, Asian Games finalist. He was second in heat 1. Good qualification from him. Джу Шенлун, китаец по третьей дорожке. По первой у нас Эл Малакка, финский спортсмен. Ну и, конечно же, вот он, американец, Гран Холлоуэй. Первый в мировом рейтинге. Итальянец Лоренцо Симонелли на ваших экранах по пятой дорожке. Дальше шестая дорожка — это спортсмен из Польши. Якуб Жеманский. Седьмая дорожка — спортсмен, представляющий Голландию, Джоб Джерц. И по восьмой дорожке у нас, по-моему, это Филиппины, да, Джон Кабанг. Спортсмен, представляющий Филиппины. So, Laka, Finland in 1, Diawara, Mali in 2, Zhu, China in 3, Holloway, USA, there he is, in lane 4, Simonelli, Italy in 5, Szymanski, Poland 6, Geertz, Netherlands 7, Kabang, Philippines in 8. Everybody. А вот Ричард Диавара у нас Мали представляет, это спортсмен по второй дорожке. And hit the first and the third in the second semi-final. Funny things can happen in the hurdles. Holloway the favourite. 2 races away from a successful title defence. The American in 4. У Гранта Холлоуэя в этом сезоне 7.27. Так, и у нас вновь фальстарт. Посмотрим, кто же здесь виновник. Неужели именно Грант Холлоуэй? And I just wonder that Holloway was the last to rise into the set position, and maybe, just maybe, Таня пишет, испанец бежал в состоянии протеста, а после сняли за нарушение. Так оно и есть. So, according to the times, it is a false start. Third from the right-hand side, yep. Так, а по-моему, все-таки тут виноват китаец. Да, первый рванул. Джу Шенлун. Ну что, скорее всего, его тоже снимут. Тут еще хуже ситуация, чем была у испанца, да? So, on your marks. Zhu deciding to accept the verdict, so he will not be running under protest. A real shame for him. Hopefully he can bounce back. Laka, Finland in 1, Diawara, Mali in 2, Holloway in 4, USA, Simonelli, Italy 5, Szymanski, Poland 6, Geertz, Netherlands in 7. Ну что ж, пока без китайца. 7 men, 2 of them are coming back for the semi-finals. Holloway will expect to lead this home, as he always does. В принципе, неплохие личники у Симонелли, итальянцы, и польского спортсмена Жеманский. Жеманский пытается составить конкуренцию американцу, но американец недостижим. Выигрывает за явным преимуществом сейчас этот забег Грант Холлоуэй. С результатом 7 секунд и 32 сотые. Holloway was magnificent, and what a good run that was by Szymanski, because he put Simonelli under an awful lot of pressure and thoroughly deserved that second spot. Кстати, Якуб Жеманский здесь второй и с национальным рекордом 7.46. Симонелли третий 7.48. It's a national record as well. Holloway safely through, so too Szymanski. Валерий переводит 250 рублей по номеру карты. Благодарю за поддержку.
Simonelli goes through with 7:48, but he's living dangerously. Kathy Skipper's world-class sprinter. Give us your assessment. Да, насколько я знаю, не меньше 1/10 должно быть время реакции. Вот в это время не уложился испанец, и китаец там и вовсе куда хуже было дело. The first steps he needs to make it really big because he had 7 steps, but later on you saw he was really close on the hurdle, so he needs to get the brakes a little bit. But yeah, if he can do that a little bit better in the final, yeah, maybe there's a possibility for the world record. Oh, come on, Skippers has gone early. She's predicting a world record. Well, it's 7:27. Holloway is the only man in history to run inside 7.3, and he's done it 3 times. Colin Jackson's long-established world record was 7:30 on the nose, but Holloway has gone inside that marker on 3 occasions. Could he make it 4? He's going through the gears, he's cranking it up, and he is safely through to the final. At some stage over the next 10 or 15 minutes, we'll have an idea as to what's going on with Martinez, but for the moment we will proceed as if he is disqualified. Так, я смотрю, там у нас что происходит. В прыжках с шестом у женщин ряд спортсменок пока еще не взяли высоту 4,55. Это и Анжелика Мозер, и Роберта Бруни, китаянка Ли Линг. Had a first-time clearance at 4:40. The bar's gone up to 4:55. That's a big jump, 15 centimeters. Go down to 10-centimeter increments after this. И Мали Свабикова сейчас готовится, чешская прыгунья. С первой попытки она взяла высоту 4,40, и вот сейчас высота 4,55. Посмотрим. Sabikova was a world under-20 champion in pole vault. She's querying something here with the officials. That's it. They have the depth that the bar's set on. You saw the clock there, still at 1 minute, and then they have an LED screen behind that. And Sabikova, I don't think she's happy with the numbers that are on there. Each athlete will submit what they want, and that might change through the competition. Но у мужчин в финал у нас, получается, проходит следующий спортсмен. Это, конечно же, с первым временем. Это я имею в виду бег с препятствиями, с барьерами, вернее, на 60 метров. С первым временем Грант Холлоуэй. Дальше со вторым временем Якуб Жиманский, польский спортсмен. По времени отобрался все-таки Лоренцо Симонелли, итальянец. Американец Каннингем проходит напрямую. Энрике Лопес, испанец. Милан Таранкович, спортсмен из Рейкович из Кипра. Майкл Обасуи, бельгиец, и француз Джаз Кваумати. Но здесь видим удачная попытка у чешской прыгуни Свабикова. И высота покоряется. 4,55. Сейчас должно уже начаться у семиборцев прыжки в высоту. Ну и также через 5 минут тройной прыжок, финал также у мужчин. Так, видим сейчас удачную попытку британки. Молли Коудари с большим запасом. Берет она высоту 4,55. Благодарю Вадима за 300 рублей. Перевод на карту. Спасибо за поддержку. И вот Мартинес до сих пор здесь. Дисквалифицированный спортсмен из Испании. He ran under protest. He did put himself in a position, but it doesn't matter. Rules are rules. A really, really sad way for his quest for a medal to come to an end. But here are the qualifiers for the final. Holloway
by far and away the quickest. Szymanski with a national record. Obesiu. Ну и вот те спортсмены, которые у нас проходят финал. В принципе, всех я вам уже назвал. Surely it's the coronation for the king of 60-meter hurdles, as long as he's not so fast that he gets to the barrier too quickly. One little bit of housekeeping to give you. Roberta Bruni, we thought she'd failed at 4:40. In fact, it transpired that the officials had put the bar up to 4:60. So they then realized the mistake. They put the bar back down to 4:40, actually 4:40, and she cleared it. So the pole vault competition continues, and another gripping field event final is just. В тройном прыжке у мужчин здесь у нас представлен спортсмен из Буркина-Фасо, Юг Фабрис Занга, который стал чемпионом мира на прошедшем чемпионате мира, соответственно, в Будапеште. И вот как раз идет представление участников. 14 спортсменов. Здесь у нас в финале будут выяснять отношения в тройном прыжке. Димитрос Цимиаонис, спортсмен из Греции. Цамис, у него личник 17:55. Тиаго Перейра. Спортсмен из Португалии дальше. Амир Дос Сантос. Спортсмен из Бразилии. С личником 17:53. Дальше спортсмен, представляющий Индию. Читравал. Представитель Поднебесной. Это у нас китаец. Фанк Яо Цин. Крис Беннард на ваших экранах. Here's a fantastic campaigner, European champion back in 2016. There he is. Далее видим итальянец. Дональд Скотт, американец. Трики, представляющий Алжир. Кристиан Наполес, это кубинец, он у нас бронзовый призер прошлого чемпионата мира, который проходил в Будапеште. Сейчас, скорее всего, представят у нас... А, нет, нам представляют китайца. Джу Яминг. Лазаро Мартинес, еще один кубинец, который стал у нас на прошлом чемпионате мира серебряным призером. И видим сейчас это Юг Фабрис Занга, чемпион мира, действующий в Буркина-Фасо. Крис Беннард, американец. У него личник 17:48. So what a great competition this is going to be. 9 men have gone over 17 meters this season. Django will be among the favorites. Of that you can be certain. Так, Кэти Мун. Смотрим ее попытку. Интересно, какая высота. 4:55, скорее всего. Loved it. I wouldn't say it's quite as huge as we saw from Molly Caudry or perhaps Sandy Morris, but it doesn't matter.
Да, это высота 4,55, и Кэти Мун. Эта высота покоряется. Димыч спрашивает, а мы сейчас смотрим прямую трансляцию, конечно же. В это время бы не прямую трансляцию, я бы не стал транслировать. The bar is due to go 465, then 475. 475, I think, is going to be the height that's really going to sort these women out. Narrow the field down. Ну и по поводу тройного прыжка у мужчин, рекорд в помещении принадлежит французу Тедди Тамго, 17,92, установлен он в 2011 году. Так, а что касается у нас беговой дисциплины, совсем скоро, через 3 минуты, полуфинал у женщин 60 метров. Это пока видим у нас в основном технические дисциплины. Неудачная попытка в исполнении француженки. Марго Шеврие. Это уже вторая неудача на этой высоте. И, кстати, финка Вильма Мурта с первой попытки тоже эту высоту не смогла взять. Вот как раз нам Мурту показывают. Lots of the athletes, they use different products to help their grip on the pole. Some of them use chalk, the white chalk you might see, especially see that in the shot put. Some of them use a black tack. It's like Vilma Murto, the Finnish athlete, going for a spray. Murto will be ruining the first failure at 4:55. Clean scorecards from some of her other competitors. Murto got her first global medal in Budapest. She picks up the bronze medal. Shared gold with Nina Kennedy and Katie Moon. Murto here with a second attempt at 4:55, building momentum as she plants the pole. Oh, it's another failure for Wilma Murto. Well, we'll leave the pole vault there for the moment and turn our attention to the women's 60 metres. Semi-finals coming up, as we've just seen with the hurdles. It's going to be the same qualification, first two and two-time qualifiers. Maria Perez, the national indoor. Итак, идет представление первого полуфинала у женщин 60 метров. Мария Перес на ваших экранах, испанка. Дальше представительница Венгрии, болгарка Такач. Спортсменка из Польши Ева Свобода. Или Свобода. Благодарю Ивана за 100 рублей. Перевод по карте. Дальше представительница Люксембурга. Патрисия Ван дер Векен. Бельгийка на ваших экранах, Раньо Розиус. Американка Силера Барнс. Багамские острова, Энтони Страчан. Ну и канадка Одри Ледук. Так, ну лучший личник здесь все-таки у польской спортсменки Евы Свобода. 6.99. В этом сезоне 7.01 она показала.
Свобода у нас по третьей дорожке. Как раз нам ее крупным планом показывают. She didn't like the conditions this morning as she ran 7:02. What could we see from the Polish athlete in this semi-final? Set. And away first times for Boda is away. Так, смотрим, ну и большое преимущество у польской спортсменки. За явным преимуществом она здесь выигрывает. Только я хотел сказать, что рекорд в помещениях принадлежит Ирине Приваловой, россиянке, 6:92. Этот рекорд был установлен в 93 году. Так, и посмотрим на результат свободы. 6:98. Ну что ж, это рекорд. Рекорд сезона. Ранее Росиус, бельгийка, на второй позиции, 7:12. Вандервар Векен, спортсменка из Люксембурга, на третьей позиции, 7:13. Барнс, американка, четвертая, 7:14. She's got past Van Veeken by a single hundredth and Barnes by 200ths. Brilliant qualification by the Belgian in second. Eva Svoboda, that's a world lead as well. Now, Daphne Schippers, you've been in this situation before. You've picked up a medal at a World Indoor Championships. Результат, конечно, достойный. How do you calm yourself down from something like that and prepare for a final? The good thing is there's not that much time in between, so you can hold that excitement after the semi-finals. And I liked the 60 meters also because you can go. Like it's not, there's no waste of energy or something like that. In 100, 200 meters, you try to hold your energy a little bit, but 60 meters you can go. So I love Да, в этом забеге, конечно, польская спортсменка на голову сильнее своих конкуренток. Svoboda, you mentioned earlier on this morning, Daphne, that she lifts her head up a little bit earlier than everyone else. We see other athletes maybe look at the ground for the first 15, 20 meters of a 60 and then they raise their head, they raise their shoulders. That posture at the start is meant to help you build momentum and build speed. Svoboda doesn't need to do that. She's quite short, she can take short, compact strides anyway. But she's really посмотрим, что будет дальше. У нас второй забег, где побежит американка Алия Хопс. У нее личник 6:94. Правда, в этом сезоне пока 7:02. Пока 7 секунд не выбегала. Посмотрим на Занга. Его прыжок. Olympic bronze in 21, world silver in 22, and then he climbed to the top of the pile 12 months ago. Well, less than 12 months ago. That's a very, very modest start by his own very high standards. Love to add this title to his collection. Так, спрашивают, Ямайка, бегут ли дамы? Да, конечно. Great performances indoors. Вот во втором забеге побежит Шашали Форбас за Ямайку. Так, 16:69 результат Занга. Димыч пишет, не понял, вот сейчас повтор забега показали, где барьеры. У женщин бег без барьеров. Это немножко другая дисциплина. Это у мужчин сегодня барьеры. Вчера у нас 60 метров бежали без барьеров. Колман и Ноа Лайлс. Ну что ж, видим, все-таки Вильма Мурта с третьей попытки, кстати, взяла все-таки высоту 4,55. Пока, конечно, не очень получается. Бруни, итальянка, ей так и не покорилась эта высота.
и не смогла преодолеть эту высоту китайская прыгунья Ли Линг. Француженка Марго Шеврие тоже с третьей попытки взяла эту высоту, Анжелика Моссер со второй попытки. Ну а что касается Мунана с первой, Маккартни, новозеландка, также с первой попытки, Коудари с первой, Свабикова с первой, Стефаниди и Морис тоже с первой попытки покорили высоту 4,55. Can feel the atmosphere building tonight. Svoboda's just lit the touch paper with that sub-7. This is a night of athletics not to be missed. Laura Muir won a 15 3000 European indoor double on this track. 3000 метров отбежали уже. Нет еще. Сегодня, да, 3000 метров женщины и мужчины бегут. Женщины в 23:15, то есть совсем скоро мы их увидим. Но потом мужчины побегут. Так, идет представление участниц. По первой дорожке у нас спортсменка из Польши Магдалена Стефанович. Дальше это у нас Тристан Эвелин. И вот спортсменки из Ямайки, Шашали Форбс. У нее личник 7:03. Ну и, конечно, Алия Хоббс. 6:94 личник. У этой спортсменки, представляющей Соединенные Штаты Америки. Зайнаб Доса, итальянка. 7:02 личник в этом сезоне показанный, так что итальянка тоже будет сражаться. Зои Хоббс, новозеландка, на ваших экранах. А француженка Руанни Олиер, прошу прощения, с личником 7:15. И испанка Жоэль Бестуэ по 8-й дорожке. A really competitive semi-final. Stevanovic, Poland in 1, Evelyn Barbados 2, Forbes, Jamaica 3, Hobbs, USA in 4, Dosso, Italy 5, Hobbs, New Zealand in 6, Ollier of France in 7, Bestui of Spain in lane 8. The non-automatic spots at the moment, 7:13 with Van der Veeken and Barnes of the USA with 7:14. There are some very, very quick women in this semi-final. And there's only room for 2 automatically. This could be close. Set. Well, it's going to take a quality piece of running. Так, видим, пока у нас, по-моему, итальянка даже нет, все-таки американка выигрывает этот забег. Да, Алия Хоббс, 7:04. Не такой быстрый забег, как предыдущий. Зайнаб Доса, итальянка, вторая, 7:05. Зои Хоббс, третья, 7:09. Ну и Хоббс у нас становится лаки-лузером, да? Да, первая среди лаки-лузеров. Барнс у нас точно уже завершает свои выступления. Ван дер Векен еще остается в лаки-лузеров. 7:13 у нее результат. Yeah, her start was much better, but then she missed a couple of steps, and then later on, when she go on the bands, I don't know, she doesn't look that good, like on the leg or something. It looks like behind her leg something, but hopefully she's okay. She's limping, so it doesn't look good, but I hope she will be in the final, because 7:04 is a serious time. Watch the Italian. It's pretty even at the moment. The Italian in the distinctive blue. Now she just begins to put Alea Hobbs under pressure, but Hobbs out-dipping her. And Zoe Hobbs on the near side with that magnificent area record. Do you see anything here in the body language of Alea Hobbs, at the centre of your picture, that would indicate she's running uncomfortably? No, it looks like that's her right
leg is a little bit higher than her left leg. That's the only thing, but it's in the side, so it's difficult to see from this angle. But it looks like that a little bit. But in the race, I didn't see that much. But after the race, you saw a lot. Well, she's clearly carrying something, the second fastest woman of all time, over 60 indoors, but she's into the final. Alea Hobbs out-dipping Zainab Dosso. Two very, very quick times. Так, результат видим. Тристан Невилин чуть-чуть не хватило, чтобы стать лаки-лузером, спортсменкой из Барбадоса. Химджи итальянец, смотрим его попытку. Тут только у спортсменов начинаются прыжки. Так, я смотрю, что там у нас происходит у шестовичек. Сэнди Моррис берет высоту 4,65. С первой попытки и Анжелика Мозер, швейцарка, также с первой попытки. Покоряется ей высота. Мартинес. Похоже, все-таки не особо хороший результат у него будет. Building on the infield. We've got some brilliant races over 60 and we've got the long ones to come. 15 laps for the 3,000 meters. But this triple jump final is yet to catch fire. На грани тут, конечно, Мартинес. Чуть было не случился заступ. В любом случае, Мартинес пока на третьей позиции, 16,68. Рики. Из Алжира. Ну, смотрите, отличная попытка. The Algerian World Indoor Tour winner, very close to a medal in Tokyo a couple of years ago, very close to the podium last year in Eugene, and he's suddenly taken this competition to another level. He's laying down the gauntlet to the rest and saying, hey, I'm the main man. Django is the world champion, but he's not the only African representative who can soar to great distances. Так, результат 17:35, и он выходит на первую позицию. Но здесь видим удачная попытка в исполнении Сэнди Моррис. Как раз высота 4,65. И сейчас нам, наверное, Мозер покажут. Third and final clearance at 4:55 for her, but she's retired from the competition. So Leisha Newman and Wilma Murto hurting themselves very early on here in this competition. There'll be no risks taken from these athletes in Olympic year. Sandy Morris, she would love to take. Так, у нас еще через 4 часа начинается марафон в Токио, где побегут Сифан Хасан, Элиот Кипчоге. 3,000 meters. Well, one final semi-final of the women's 60 to come up before we get to see the Scot Laura Muir in front of the Glasgow crowd. Another 8 women to tear down the infield here in Glasgow. Ну а здесь идет представление участниц. Это на ваших экранах Уильме Вора, спортсменка из Эстонии. Ей 28 лет. Дальше Брианна Уильямс из Ямайки. 7.04 у нее личник, в этом сезоне пока 7.11. Сент-Люсия, Джулиан Альфред. Она выбегала в этом сезоне уже из 7 секунд. Американка Бриско.
Микки Бриско. У нее личник тоже 6.99 из 7 секунд. Швейцарка. Фрей. Гералдин Фрей, да. Спортсменка из Гамбии, Дженна Бас. Дальше бельгийка. Дельфин Нканса. И спортсменка, представляющая Голландию, Нкети Сида. У нее личник 7.15 в этом сезоне поставленный. Спортсменка молодая, 20-летняя. On your marks. Zoe Hobbs, 7:09 for Hobbs, new oceanic record. Van der Beek in the Luxembourg national record holder on 7:30. Здесь, конечно, фавориткой является Жюльен Альфред, третья дорожка. Ну и Микки Бриско, американка, по четвертой. Probably left her a little bit tired when we got to Budapest, but now Alfred fully focused on her professional track and field career. She goes in lane. Так, Димыч пишет, вот у шестовичек упорная борьба. Ну, здесь эстонка сильнее всех, но на самом деле здесь она всех слабее. У нее самый слабый личник. Так, и все-таки Альфред выигрывает этот забег. Сент-Люсия побеждает. Лена Альфред первая. 7.03. Ну и второй становится Микки Бриско. 7.10. Швейцарка Фрей на третьей позиции, но результат у нее 7.16, что не позволяет ей стать лаки-лузером и пройти по времени финал. Эстонка здесь на 8-й позиции так и финишировала. And Hobbs are celebrating is that they're now confirmed, Van der Vrieken. They are going to be in the final with 7:09 and 7:13. The only concern from Alfred's point of view, if Svoboda starts the final as well as she did the semis, is Alfred going to find herself too far behind and all of a sudden too tight to let her acceleration come through in the last 30 meters? You're the sprint expert, Daphne. What do you think? I think she pushed way too much because also she was behind in the first 10 meters, so she would go for it, but then the difficult thing is then you push too hard and then. Так, что там дальше у нас по расписанию? Через 10 минут женщины побегут 3000 метров. Well, hats off to Mika Briscoe coming through for second place there, the silver medalist from Belgrade. Hasn't quite been in that form, if we're honest, since Екатерине Стефаниди, спортсменка из Греции. Прыжки в шестом, это я вам рассказываю, не взяла высоту 4.65. Также эта высота у нас не покорилась Марго Шеврие, француженки, а вот Кэти Мун эту высоту пропускает. Semi-final 3 results confirmed with Julian Alfred of St. Lucia 7:03, Mika Briscoe 7:10, and the time qualifiers will come from the other heats. The athletes there not quite quick enough to get on terms with Zoe Hobbs and Patricia Van der Beeken. There is a qualification summary for the women's 60 meters. Ava Svoboda with a new world lead, 6:98, top of the pile. Julian Alfred just Ева Свобода на первой позиции в полуфиналах, 6.98. Единственная, кто выбежал из 7 секунд. Жюльен Альфред, видим, здесь вторая. Хопс третья. Но это были лишь только полуфиналы. Итак, посмотрим за попыткой Занга. Вторая попытка. Пока он на третьей позиции. Так, попытку засчитывают. Ну и с результатом 17 метров 33 сантиметра
На 2 всего лишь сантиметра хуже, чем алжирец. Занга перемещается на 2-е место. Фанг Яо Цин. Китаец 16.93 прыгнул. Да, как раз вот в этой попытке. Ну и, кстати, пока это у нас 3-е место. And she's really hurt herself. They've got the paramedics out there. She will very certainly take no further part in this competition here today. And in an Olympic year, being hosted in France, in Paris, Margot Chevrier, unfortunately, I do not think we're going to see this woman jumping for a good few months. That is such a shame. We saw Vicente rupture her Achilles. Попытка Перейры, португальского спортсмена. 170. Sport can be so cruel sometimes. You can only hope both of them recover and have great days in the future. Pereira putting a good season together. Second in Turin, 4th in Madrid. He too starting to close the gap on the 70-meter mark. It's tricky of Algeria leading. Django, Burkina Faso, just 2 centimeters behind him, the world champion. Fang's mark, by the way, whilst we were just getting that very important update from the pole vault, 16.93. Pereira, 16.74. So he registers a mark, and it won't be too much longer before we start thinking about those top 8 places. 8th at the moment is currently occupied by Zhu. Fairly modest 16.57. So we're just focusing on the triple jump for a while. It is going to take some time if you're tuning in to watch the pole vault. Very sadly, Margot Chevrier has broken her ankle, we're being told, so it's going to take a long time to clear her from the pole vault area. Well, here is Yang Ming Zhu, the Olympic silver medalist. Bronze 2 years ago. Джу Яминг, его попытка. Eugene, he's a fine championship performer. And that is going to... Ну и, видим, неудачно. В первой попытке он прыгнул 16.57, сейчас, видимо, был заступ, да, большой заступ у китайца. Тут без каких-то вопросов. Napoles is a 17.40 man at his best, and he's down in 12th. Max Hess, European indoor bronze here in Glasgow 5 years ago. Ну что ж, должно уже начаться представление участниц женского забега на 3000 метров, пока у нас Макс Хэп из Германии выполняет свою попытку. 16.39. Пока это 7-е место. Absolutely packed here in Glasgow. There's such a sense of excitement, not just the triple jump. The pole vault will resume at some stage. Men's and women's 3,000 meter finals to come. Men's and women's 400s. And then Holloway going for gold in the men's 60-meter hurdles. And Julian Alfred of St. Lucia against Svoboda of Poland for the women's 60 meters. And we are all looking forward to that. Certainly are.
see these triple jump men just getting their coaching input. And when you look at the world list, it can be confusing perhaps. We haven't got all of those athletes here. Andy Diaz Hernandez is waiting for his Italian citizenship to be finalised, and Jordan Alejandro Diaz Fortune is waiting for his Spanish citizenship to be finalised. Both of those two men will have those new nationalities in place in time to compete in Paris. And we've got Pedro Pachado as well, the Portuguese athlete, not here. So this event is very competitive here today in Glasgow. And when you think about adding in those three men, when we look towards Paris, that could be super competitive and just a wonderful event to watch. They've got so much depth. They're all pushing each other closer and closer to that 18-metre mark. Yeah, it's a good point, and I'm pretty sure one of them, it might be Jordan Diaz, one of them, their eligibility comes into play literally days or weeks ahead of the Olympic Games. To mark your card, in case you're unaware, it's an easy one to remember, August the 1st. That's when the athletics starts. Some would say that's when the Olympics properly starts. I wouldn't dare to make such an assumption. Here comes Donald Scott, world indoor bronze 2 years ago. Well, he got the height, but he leant back on that one, so it will be shy of the 17-meter board. Так, здесь у нас попытка Дональда Скотта, американца. Первый у него результат был 16 метров 11 сантиметров, и сейчас, по-моему, попытку не засчитывают. So the triple jump final beginning to bubble to life. We've got those two massive jumps by Tricky and Django, but nobody else yet over 17 meters. Мэтт спрашивает, скажите, трансляция марафона сохранится на канале? Но я думаю, да, если не забанят. В любом случае, у нас трансляции сохраняются в группе ВКонтакте. Ссылки все есть в описании. Конечно же, на телеграм-канал подписывайтесь. Там все ссылки на все ресурсы, где у нас параллельно идут трансляции, где сохраняются. Ну что ж, видим, готовится у нас здесь уже забег на 3000 метров женщины. As we look towards this 3,000 meters, and this home crowd would love Laura Muir to pick up another global medal. She got the bronze over 3,000 meters back in 2018 when these championships took place in Birmingham on the day of the Мировой рекорд в помещении здесь принадлежит эфиопке Гензабе Дибаба. 8 минут 16 секунд и 60 сотых. Этот рекорд был установлен в Стокгольме, в Швеции в 2014 году. Very talented athlete. She's picked up medals over different distances here at the World Indoor Championships. But Ethiopia have got a fantastic history in this event, and they're looking to continue that here in the 2024 World Indoor. Так, здесь у нас в финале представлено 16 спортсменок, в числе которых Гудав Цегай, Беатрис Чепкоич, Лаура Мьюр, британка. Ну а здесь у нас борьба семиборцев. Прыжки в высоту. И Эрм эту высоту берет. Так, пишет, Муэр фаворитка. Даже не знаю. Все-таки у него личник 8.26. В этом сезоне 8.31 показывала британка. А у той же Гудав Цегай 8.16. И 8.17 она в этом сезоне демонстрировала уже. Все-таки Гудав Цегай, наверное, является фавориткой. Но составит, я думаю, ей конкуренцию австралийка Джессика Халл. В этом сезоне 8 минут и 25 почти секунд. Так, Беатрис Чепкоич, кенийка. Хайлу дальше у нас. Эфиопка.
Сегай, естественно. Еще одна эфиопская спортсменка. Японка. Назами Танака. У нее личник 8 минут 40 секунд. Лем Хайлу, эфиопка, дальше тут испанка. Маркиес, Лаура Мюир. С личником 8 минут 26 секунд и 41 сотая. И Ника. Теразия Гатери. Ирландка. Розин Фланаган. Дальше у нас итальянка. Кавали, американка Джозет Эндрюс. Испанка Марта Гарсия. Американка Элли Эсти Пьер. Третий номер — это австралийка на ваших экранах, Джессика Халл. Британка Ханна Натл. И эфиопка Хирут Мешеша. 2 years ago in Belgrade. A note on Hannah Nuttall. Her father sadly passed away a few months ago, and she has managed to keep herself in fantastic shape. A massive credit to Nuttall for the personal best that she has rewritten in the last few months. Димыч пишет: странно, в расписании не вижу марафона. На этом же канале у нас есть только другая ссылка. Но трансляция уже есть на канале. Ну а в телеграм-канале тоже ссылки сейчас появятся после уже этой трансляции. Итак, Беатрис Чепкович сейчас выходит в лидеры. Ники 32 года. У нее личник в этом сезоне был показан 8 минут 30 секунд и 87 сотых. Гудав Цигай, видим, пока на второй позиции находится. Уже рядом Джессика Халл. 10-й номер — это Лаура Мюир. This is a good, honest pace by Chepkoech, and Muir can just tick off the laps and make sure she's got Hailu in her sights, the defending champion. Мюир пока, видим, в середине этой группы держится. В основном, конечно, темп задает Беатрис Чепкович. Ну и Гудав Цигай все контролирует. Димыч будет болеть за японку. Назами Танака. Сейчас видим, в районе 5-й позиции находится японская спортсменка. Sensible here for 3,000 meters, and I think that's why we've seen that second group led by Laura Muir come back up and join the main contenders. Now St. Pierre and Hull slotted in there on the inside. They committed to this pace. They were clearly ready for whatever perhaps the Ethiopians you'd expect to throw at them with Gudaf Segai's phenomenal pace. She's done the second fastest time ever over 3,000 meters, and Gudaf Segai was almost looking to the side. Так, 1000 метров позади. По-прежнему лидирует, видим, тут у нас Чепкович, хотя нет, видим, меняется ситуация. Гудав Цигай выходит на первую позицию. Рядом с ней держится Джессика Халл.
Чепкович пока третья. Дальше видим американка. Элесте, Пьер. Ну и Танака, японка на 5-й позиции. Так, видим, начинает добавлять там из середины у нас Лара Мюир. Сейчас, я думаю, она переместится в первую группу. World record holder over 5,000 meters, second fastest in history over the 3, the quickest woman in the world this year. And maybe she's thinking the championship record of 8:33 might be on the line. But this is quickly approaching the halfway stage here, and also going well. Just Chepkovich happy to sit in now. It's not like she's gone backwards through the field. She's just got a little bit of help with the pace-making duties. This is a fascinating race unfolding. Вот видим, определилась у нас первая восьмерка. Замыкающий как раз находится у нас Лаура Мюир. Гудав Цегай на первом месте, Халь на второй позиции, Чепкович третья. Так, 1600 метров позади. Вторая половина дистанции начинается у нас. Так, видим, у нас группа разваливается. Далековато Мюир находится. Разгоняет по-прежнему этот забег Гудав Цегай. Я думаю, начнет даже отрываться. Но Джессика Хаул, вернее, держится сейчас за эфиопкой. По-прежнему на второй позиции. Тут рядом Беатрис Чепкович также находится. И американка Элесте Пьер. Наша на 4-й позиции. Лем Хайло на 5-м месте. Но такое ощущение, что и тяжеловато приходится. Так, видим, Мюир сейчас обошла японку. Там позади. И бежит за Хирут Мишешей. Нас, видим, уже круговых нагоняют. Broke 4 for the first time, but then competed in Eugene, slightly pregnant. I think she knew she was pregnant, but no one else did. Everyone said, what's happened to St. Pierre? How was she so good a few weeks ago? And she's floundering now. Так, уже совсем немножко у нас остается до финиша. 600 метров до окончания этого забега. Гудав Цегай. Но не получается сбросить со своих плеч Хал, Чепкович и Пьера. Ну и тут к Хайлу, видим, приближается Мюир. Уже начинает ее нагонять. Ну что ж, интересно, Лаура Мюир все-таки переместится ли в первую четверку? А Мюир тяжеловато. Смотрите, какой разрыв. Пожалуй, за 200 метров она не нагонит первую четверку и явно не будет в тройке. Ух ты, добавляет сейчас у нас, видим, 4-й номер.
Это Элия Сти Пьера из Соединенных Штатов Америки. Неужели она сейчас обойдет Гудав Цегай? Там у нас еще Чепкоич. И смотрите, американка все-таки обходит эфиопку. Вот это да, вот это сенсация. С рекордом чемпионата мира 8:20:87. Гудав Цегай на втором месте, Беатрис Чепкоич третья, Джессика Хайл у нас четвертая, Лара Мюир только пятая, Лемлем Хайлу у нас шестая, Хирут Мишеша на седьмой позиции, японка Назами Танака восьмая. Назами Танака результат 8:36 с азиатским рекордом. И вот так вот 29-летняя американка Элисте Пьера обходит сейчас у нас явную фаворитку Гудав Цегай. Has never looked stronger, has never looked more committed, and she's delivered a wonderful piece of distance running. It's such an awkward way in which to run the 3000. 15 laps. Но у нее личник до этого был 8:25:25. And she's done it with the second fastest time in the world this year. Brilliant run from Beatrice Chepkoech with a national record. I think there are hints that she might be getting close to being back to her best on the track over the steeplechase. Fantastic speed to put back in her legs. No disgrace with the silver medal from Segay. Так, ну по поводу мирового рекорда в помещениях все-таки тут не хватило американки. Напомню, что он принадлежит эфиопке 8:16:60. Инзебе Дибаба. Рекорд у нас был установлен в 2014 году, 10 лет назад. Ну что ж, поздравляем Беатрис Чепкоич с национальным рекордом 8:22:68. Гудав Цегай со вторым местом и Элисте Пьера с первой позиции. Американка становится чемпионкой мира. Вот так вот красиво сейчас она на финишной прямой обошла эфиопку. The nerves, the guts to pull up alongside a world record holder over 5,000 meters. St. Pierre didn't look phased at all, and she must have just thought, is Segay going to come back at me? And just realizing that she was the woman with the best kit today, and that is the third fastest time ever. Well, she puts herself third fastest on the all-time list. We have seen some other times from Gudaf Segay in there, but she slots herself behind again Zebe Dibaba's world record of 8:16. Gudaf Segay just behind that with another 8:16. Так, что там у нас дальше по расписанию? Мужчины 3000 метров, примерно через 10 минут. Итоговые результаты забега на ваших экранах. Great performance from St. Pierre. Molly Caudry, 4:65. She's the world leader. Так, видим, англичанка сейчас берет высоту. Посмотрим, на какой они высоте находятся. Молли Коудери, высота 4 метра 65 сантиметров и с первой попытки. Сэнди Моррис, американка, тоже с первой попытки взяла эту высоту. Анжелика Мозер, швейцарка, тоже с первой попытки. Стефаниди смотрим. Первые две попытки неудачные, и третья тоже видим.
Не получилось. Эмали Свабикова из Чехии как раз вот эту высоту взяла с третьей попытки. Со второй попытки эта высота покорилась новозеландке Элизе Маккартни. Ну, как раз удачная попытка Свабиковой. Means she gets to go on and jump. The bar will go on to 475 now. We've had a pass from Katie Moon. She has the best mark at the moment at 455, choosing to rest and go straight to 475. She'll have 5 other athletes for company as that bar moves up. The women's pole vault competition beginning to bubble as Great Britain's Josh Kerr prepares himself for a titanic tussle over 15 laps with a что, Джош Керр, обидчик якобы Ингибригтсона, на дистанции 1500 метров на прошедшем чемпионате мира в Будапеште в прошлом году, где он на финише все-таки норвежца обошел. И мы его увидим на дистанции 3000 метров. Совсем скоро, через 8 минут. So the bar goes up to 475. The defending champion, Sandy Morris, on the runway at the moment. She'll be the first athlete to attempt this height. First time clearance. Так, смотрим за попыткой Моррис. Sandy Morris in the 5-meter club. Сэнди Моррис. Все-таки у нее личник 5 метров. В этом сезоне прыгала 4,82. 5 meters and 3 centimeters for Sandy Morris, the 4th best female pole vaulter ever. So that pink bib on, indicating that she is the defending champion. Morris just rehearsing that. The angle of the pole plant is so important. Got to get that perfect. Morris just striding around. The officials just about to move her cone, I think. She looks pretty ready. They're just changing the depth here on the bar. That is where the uprights stand in the pit, and they will move it to where Sandy Morris. Так, Димыч, смотрю, спрашивает про Мондо Дюплантиса. Будет ли он участвовать? Прыжки с шестом мужчин у нас будут завтра, в вечерней сессии. Там Мондо Дюплантис присутствует. Так что приходите завтра. На шведа посмотрите. Attack, her spray on there. She's got a grip absolutely perfect. Always that trademark blow on her hands. Heavy strapping now on the shoulder of Sandy Morris. The positions these athletes have to get their bodies into to propel themselves up over that bar are extreme. There's a lot of stress goes through that backhand. Итак, Санди Моррис готовится на высоту 4 метра 75 сантиметров. Смотрим ее первую попытку. Ну и попытка неудачная. It's been a long old time since she jumped last. She's first in the jumping order. She was first over 465, and then she had to wait for all the other attempts, including the unfortunate injury to Margot Chevrier. To bring you up to speed, we had a retirement from Wilma Murto. Roberta Bruni, 3 failures at 455. Li Ling of China, also 4 failures at 455. A withdrawal from Alicia Newman. She injured herself in warm-up. So there are 6 athletes left jumping. World Outdoor Joint Champion Katie Moon, Morris's teammate, has passed at the previous height.
Посмотрим на попытку Анжелики Моссер. Хотя вот здесь камера уже перемещается к мужчинам. Тройной прыжок. Так, готовится Дональд Скотт. Это его третья попытка. По-прежнему у нас лидирует Асир Мохаммед Трики, алжирец. Его удачные 17:35. Хьюз Занга, третья попытка его 17:31. Вроде как совсем близко находится чемпион мира, но пока не может опередить алжирца. Так, Дональд Скотт, удачная попытка, 16:77, и он перемещается на 5-е место. And Scott moves up to 5th. He will have, we think, a further 3 jumps, depending on what happens for the rest of the men to complete round 3. Fascinating competition unfolding. It is still Tricky leading with that first round effort of 17:35, and Django in second with 17:33. Cameras focusing in on the crowd. The Glasgow arena is about to erupt for one of their own. Laura Muir had a go for Britain in the women's 3,000 metres. Now Kerr in the men's. Ну что ж, готовится финальный забег мужчины 3000 метров. Listen to the noise for Josh Kerr. He's a real showman. Trouble is, there's 11 other world-class men who will try and deny him a golden moment on a track at which he's raced 50 or 60 times, he said. And the great thing about this distance, it attracts 10,000-meter runners, 1,500-meter runners. And they meet in the middle over 15 laps of intrigue, drama, and maybe glory. El St-Pierre denied Gudaf Sege the gold in the women's race. Will we see another European coming out on top? Well, speaking of coming out on top, E-Hammer. Попытка Хаммера. Но швейцарец высоту берет. Это у нас соревнование семиборцев, напомню. Хаммер является лидером. Got a new PB in the 60 hurdles, and he might need that tomorrow morning because this could get tight towards the end. But he safely joins Roof and Erm at 195. No points conceded to Erm at this stage. This is Erm. Third attempt. Oh, how did that stay? Ну смотрите, как тут удержалась планка у эстонца. Эрм. Удачная попытка. Как приклеено. Из третьей попытки 1,98 м. Корились эстонцу. The Olympic champion over 10,000 meters goes in this. The reigning world champion over 1,500 meters goes in this. And a multiple North American record holder over 1,500. The mile, indoors and out. We've got everything in this men's 3,000 meters. Meanwhile, McCartney, Olympic bronze medalist, back to form.
bar at 4.75. No one's clear yet. Whoa, that was massive from McCartney. She had the world lead ever so briefly. Her and Molly Caudry have been swapping it over the last few weeks. We've had failures here at 4.75 from Morris, Caudry, Moser and Spabinka. Видимо, радость Элизы Маккартни. Взята высота 4.75. Пока она первая, кто эту высоту взяла. Кейт Мун эту высоту пока не взяла с первой попытки. Меня спрашивают, Новая Зеландия? Да, Новая Зеландия. Элиза Маккартни. Итак, идет представление участников мужского забега на 3000 метров. Тут у нас американец Олин Хакер, итальянец Аресса, испанец Адель. Михаил. Дальше у нас американец Яред Нугуса с личником 7 минут 28 секунд. Федерико Рива, итальянец. Представитель Джибути Мохаммед Исмаил. Дальше Эфиопия Селимон Барега. Афганистан. Это Мохаммед Карим Якут. Марокко Хичам Аканкам. Дальше третий номер это Эфиоп Гетет Валля. Второй номер Джон Кейманс, бельгиец, и Джош Кер, британец. Чемпион мира на дистанции 1500 метров. У Кера на этой дистанции личник 7 минут и 30 секунд. Не самый лучший, кстати. Хотя вот 7.30 он показал в этом сезоне, поэтому Барега вот 7.25 в этом сезоне также показал. Скорее всего, между ними развернется борьба. Джош Кер и Селимон Барега. Но тем временем Нугузе выходит на первую позицию. Яред Нугузе. У него личник хороший, 7.28, но вот в этом сезоне пока 7.55. Да, у нас еще дальше в полночь по московскому времени финал у женщин 400 метров. Ну а потом через 10 минут финал у мужчин также 400 метров. Ну а под конец трансляции у нас мужчины 60 метров бег с барьерами и женщины 60 метров финал. People that work with the Ethiopian team, and they were saying the only way that they can beat Josh Kerr is to make it quick. And there goes Barega. He cannot let this go slow for any longer when he's got. Видимо, уже отстает у нас спортсмен из Афганистана. Sprint on them, and Barega has stolen a march here. He's got a gap. The other athletes are going to have to try and close this. Селимон Барега. Шестой номер сейчас выходит на первую позицию. Но не удалось ему оторваться. Джош Кер пока, видим, в середине находится. Вали, видим, на третьем месте.
Jakob Ingebrigtsen. Kerr was magnificent in that final in Budapest, and Barrega is determined that this is not going to be slow. But having gone to the front, Так, а на втором месте это у нас Мохаммед Исмаил, насколько понимаю. Да, Исмаил как раз, да. Сейчас Вали обходит. Эфиоп выходит на первую позицию. Гатет Вали. И вот попытка отрыва от Эфиопа. Джош Керр по-прежнему, видимо, находится в середине группы. Так, позади уже 1200 метров. He's not getting away, Wale. They will pull him back in, but Josh Kerr, this race will go by in the blink of an eye. I'd just love to see him a bit higher up. And I'm curious as to what Solomon Barrega's doing, because he went to the front. It looked Но like, вот видимо пытается сокращать все-таки Мохаммед Исмаил. На второй позиции находится спортсмен из Джибути. И далеко не отпускает он Эфиопа, Гатет Вали. Джош Керр, видимо, и вовсе уже практически в замыкающих в этой группе находится. Lap Yaout of Afghanistan, so he will cause a little bit of traffic and they'll have to go wide and go round him. And Josh Kerr gave him a real shove there and almost bumped into Riva, the Italian, on his outside. What's fascinating about this, Hannah, is that nobody seems to be able to tactically grab this by the scruff of the neck. Но вот все-таки нагнали, да, сейчас Гатета Вали. Наш уже Соломон Баррега рядом с ним. Баррега выходит на первую позицию. Мохаммед Исмаил по-прежнему видим в районе второго-третьего места. Так, и пошел, по-моему, Джош Керр. По крайней мере, выбрался он поближе к головной части этой группы. В районе шестой позиции. When Barrega stole a march on the field in Tokyo over 10,000 meters, he covered the last lap in 53.9. However, when he tried that last year at the World Championship, Joshua Cheptegei, the defending champion from Uganda, managed to hold him off. Maybe Barrega hasn't quite got that extra half yard that he did 2 years ago when he became the Olympic champion. 4 laps to go. In the final of the men's 3,000 meters, the crowd begin to roar because Great Britain's 1500-meter world champion Josh Kerr. Так, Джош Керр, видимо, уже на второй позиции. Работает за Соломоном Баррега. А нет, это Вали у нас, да? Баррега чуть позади. Вали по-прежнему пока первый. Так, 600 метров остается до финиша. 3 круга. Пошел Баррега. Вот Керр, по-моему, даже попытался попридержать. Нугу заведем 4-е место. Пока текущая. Испанец пошел. Американец Хакер. Уже потихоньку каждый ускоряется. Ну смотрите, Олин Хакер.
Джош Кер, его ускорение. Заключительные 200 метров остаются. Барега против Джоша Кера. И чуть позади Валя. Британец против эфиопов. И чуть позади находятся американцы. И Джош Кер. Хороший бег сейчас демонстрирует британец. Не справляется с этим темпом Барега. Да, там еще, по-моему, американец вышел на вторую позицию. Джош Кер побеждает. Так, 7:42, похоже, да, показал британец. 7:43. Ну, 7:42.98, точный результат Джоша Кера. Яред Нугузе на второй позиции американец. И Селимон Барега третий только. Гетет Вали четвертый. Олин Хакер пятый американец. Испанец шестой. Дальше итальянец, бельгиец и представитель Джибути на 9-й позиции. Марокканец 10-й. I love our sport. I love watching athletics, but I hated watching the last 600 meters of that. It was the positioning from Kerr. The only way that I could keep my faith was that Димыч пишет, с каких это пор эфиопов и кенийцев стали обгонять непонятно кто, если непонятно кто. Все понятно. Но все-таки на средних дистанциях европейцы составляют конкуренцию эфиопам и кенийцам. Ну а, конечно, на коротких дистанциях 100 и 200 метров тут уже довольно сложно конкурировать. То же самое можно сказать и про марафоны. Ну что ж, поздравляем Джоша Кера с победой и ждем его противостояния с Якобом Ингебригтсеном. Я думаю, мы их еще в сезоне увидим. Сергей пишет, он шотландец, а Шотландия это не Великобритания, разве? Клаб-то Великобритания. And Goose outdips the Olympic champion over 10,000 meters. Barega settles for the bronze this time. Wow, I wonder how long it's going to take the Glasgow crowd to calm down here. Let's hope they keep the energy going. We've got some wonderful few events left to go here. And the second day of the World Indoor Championships. And they've got this one. Так, смотрим попытку Коудери. И вполне удачно. Молли Коудери со второй попытки берет высоту 4 метра 75 сантиметров. Кэти Мун также взяла эту высоту со второй попытки. Анжелика Моссер, швейцарка, с третьей попытки эту высоту взяла. Сэнди Моррис эта высота не покорилась с 3 попыток. Также остановилась на этой высоте у нас чешская прыгунья, шестовичка Эмили Свабикова. Вот как раз, наверное, сейчас нам попытку удачную в исполнении Кэти Мун и показывают. Ну и очень уверенно. All that energy going perfectly into the pole. She's such a good technician, Moon, as are all these women. You don't get over 475 by accident.
That was close there for Moon. It didn't sky it like Caudry. McCartney was huge in some of her earlier attempts as well. So Katie Moon, gotta keep clearing these heights. Moon joins Caudry and McCartney. Moon tied with Molly Caudry at the moment for the silver medal position. Sandy Morris, the Так, что там у нас по расписанию? Через 5 минут 400 метров женщины финал. Вот мы видим неудачная попытка в исполнении Сэнди Моррис. И она заканчивает свое выступление. Get excited about the upcoming Olympics. Angelika Moser of Switzerland, her third and final attempt at 4:75. Ну что ж, совсем скоро мы с вами увидим Фемке Бол. Там у нас в финале она на 400 метров будет принимать участие, голландка. Там и Лайк Клавер, еще одна голландская спортсменка. Американки Талита Дикс и Алексис Холмс. Спортсменка из Великобритании Нильсон и австрийка Сюзанна Гогольвале. Go and pick that apart, but equaling a personal best at the World Indoor Championships is brilliant, and the bar goes up to 4:75 with 4 women for 3 medals. Eliza McCartney is in the gold medal position at the moment, and that was huge. She came down on the bar there, McCartney, plenty of height. She had to go all the way into the pike position now with this bar up at 480, and that leaves less margin for error. See the Kiwi athlete. Элиза Маккартни, ее первая попытка на высоте 4 метра 80 сантиметров. На самом деле запас-то есть. Я думаю, в принципе, эту высоту-то она должна взять. Так, Молли Коудери, Кити Мун и Анжелика Моссер еще пока у нас остаются в борьбе. 5 спортсменок. 4, вернее. Да, Маккартни, Коудери, Мун и Моссер. Но сейчас попытка Кэти Мун. Высота 4,80. Ну и смотрите, неудачно. That's her first failure at 480. No one clear at this height yet. Katie Moon, that's not getting a leg swing quick enough there. She hit the bar off on the way up. These athletes try and swing upside down as quickly as they can. If they don't quite manage that in time, they might just nudge the bar off. Вархольма мы увидим уже у мужчин на 400 метров. Тоже, видим, готовится норвежец. Да, пока высоту 4,80 никто не взял. Ну что ж, финал у женщин 400 метров. Мировой рекордсменкой в помещениях здесь является Фемке Бол, 49-24. Этот результат голландка показала 18 февраля этого года. И вот она на ваших экранах. Фемке Бол.
And a very, very special two-lap race is about to unfold in all its glory. No Dutch woman. И в этом финале у нее единственный личник из 50 секунд. Всех представительниц данного финала. Так, спрашивают на прошлом чемпионате мира, какая планка была, смотря какой вы имеете в виду. Если в Будапеште, все-таки на открытом воздухе, там у нас женщины, шестовички, остановились на высоте 4 метра 90 сантиметров. Петти Мун и Нина Кеннеди. Итак, Лайк Клавер под 6-м номером. По 6-й дорожке. Дальше Фемки Бол, 5-й номер. Талита Дикс, американка, по 4-м номерам. В принципе, у нее неплохой личник, 50-15. Но пока Фемки Бол, конечно, тут является главной фавориткой. Алексис Холмс в этом сезоне установила свой личник 50-34. Под 2-м номером спортсменка из Великобритании Лавиан Нильсон. И 1-й номер австрийка Сюзанна Гоголь-Валли. Ну что ж, основная борьба здесь развернется между, как раз я думаю, американками и представительницами да, Нидерландов. Silver medalist 2 years ago. Could she upgrade and take this title? She's in 5, and Klaver, her teammate, on the outside in 6. Bol has been by far the quickest athlete in the world this year. Is there anything anyone can do to stop her taking the title? Set. Так, смотрим. 400 метров, соответственно, 2 круга предстоит пробежать спортсменкам. Круг у нас длиной здесь в помещении 200 метров. Так, Фемки Бол лидирует. Но не сдается Лайк Клавер. Пока голландки впереди. Холмс на 3-й позиции. Дикс 4-я. Смотрите, Фемки Бол сейчас старается убежать уже от Лайк Клавер. Клавер, нет, не догоняет она Фемки Бол. Фемки Бол сегодня тут великолепно. Огромное преимущество. Все-таки додержал Лайк Клавер 2-ю позицию, и Алексис Холмс финишировала 3-й. Так, что же там по результату? 49-17 показывает Фемки Бол и устанавливает новый мировой рекорд в помещении. Фемки Бол великолепно. Ну и смотрите, ее соперницы по-прежнему не могут выбежать из 50 секунд. What can I say about this? Wow, a world record. But I knew she was really good because in the nationals she already had a world record with not that much pressure on us here. Так, а что дальше у нас? Холмс 3-я. Лавиа Нильсон, британка, на 4-й позиции. Дикс, американка, 5-я. И Сюзанна Гоголь-Валли, 6-я. Кстати, 51-37 показывает австрийка с национальным рекордом.
Обновили личники Холмс и Нильсон. Так, пишут, надо теперь 47-59 на открытом. Bowl improved by 0.8 over the 4 hurdles last year, and she's shown in this indoor season that she's even better. She said, "Has anyone got my flag?" Ну и, видимо, сейчас Фемке Бол ищет флаг. Флаг Голландии. It would have been a massive upset if Femke Bol hadn't won here. I think that's one of the fastest first 200 meters I've seen her do, 23.5 seconds. She had to do that to get ahead of Lika Klaver. And Klaver went for it. She stuck as close as possible to Femke Bol. But the strength here from Femke Bol over the last 20 or 30 meters was phenomenal. And she looked absolutely delighted. She's so composed and she's so calm. And I love. Я напомню, что на прошедшем чемпионате мира в эстафете 4 по 400 именно голландки стали золотыми призерами. Ямайка тогда была второй, вернее, а Великобритания третьей. Ну и Фемке Бол на прошлом чемпионате мира в Будапеште победил на дистанции 400 метров бег с барьерами. We didn't think it would be that fast. Femke Bol smashes her own world record. Klaver, the silver, and Alexis Holmes, a lifetime best for the bronze. Fabrice Shango. А Занга, смотрим за его попыткой. Тройной прыжок у мужчин. Ну и рядом с рекордом сезона. Так, Хьюз Фабрис Занго. Буркина-Фасо. Спортсмен выходит на первую позицию. 17:53 демонстрирует в пятой попытке. Ну, вот наконец-то его прорвало здесь. Все было 17:33, 17:31, 17:03 в четвертой и вот в пятой 17:53. Тем самым Асир Трики перемещается на вторую позицию. А Фанг Ятин, китаец с результатом 16:93, пока находится на третьей позиции. Так, и смотрим соревнования шестовичек. Ну и смотрите, покоряется высота сейчас Молли Коудери. 4:80 со второй попытки. И она становится лидером соревнований. Так, я смотрю, тут у нас небольшая сенсация. Кэти Мун. Я думаю, нам покажут попытку Кэти. Пока заключительная попытка новозеландки Элиза Маккартни. Ну и смотрите, получается взять эту высоту. 4:80 с третьей попытки. Но в любом случае, пока она на втором месте находится. Так как все-таки Молли Коудери эту высоту покорила со второй попытки. Two women coached by the same man. They'll be very, very used to training and competing with each other. They've been swapping that world lead around about it was 4:84, then it was 4:85, and now it's 4:86. Ну вот смотрим, третья попытка Кэти Мун. Пока не удается взять высоту 4:80. Ну и не получается с третьей попытки, и Кэти Мун завершает соревнование.
Так, у нас еще осталась Анжелика Моссер, ее третья попытка. Если она высоту не возьмет, то Кэти будет третий. Так, Анжелика Моссер. Так, а здесь у нас Молли Коудери. Решили нам не показывать Моссер. Так вот, швейцарка все-таки с третьей попытки тоже не взяла эту высоту, и остается она на 4-й позиции, а Кэти Мун становится бронзовой призерка этого чемпионата. Так, идет противостояние Молли Коудери и Элизы Маккартни. Британка против новозеландки. Итак, первая попытка Коудери на высоте 4 метра 85 сантиметров неудачная. Caudry and McCartney jump on, and we turn our attention to the men's 400-meter final. Так, у нас очередная перебивка, и готовится уже соревнование 400 метров у мужчин. Забег. Through these gates for a chance at glory on the world stage. Rasheen McDonald of Jamaica is the only non-European in this field. Quite unusual when you look at 400 meters on the global stage. European athletes have been very, very good historically in this event. Very good this weekend in Glazgo. Так, что касается мировых рекордов в помещении у мужчин, здесь 44-48 результат у канадца, показанного в этом году. Моралес Уильямс. Ну и совсем недавно, 24 февраля, он установил новый рекорд. One of the most entertaining events in track and field, and one of the hardest finals to make. Just 6 lanes and 6 athletes. Alexander Doom from Belgium has. Итак, Александр Дум под 6 номером. В этом сезоне он установил личник 45-69, бельгиец. Дальше Карстен Вархольм, норвежец. Я напомню, что он у нас победил на дистанции 400 метров бег с барьерами на чемпионате мира в Будапеште прошлого года. Рашин Макдональд, спортсмен из Ямайки, по 4-й дорожке. Дальше у нас Жоао Коэлха, португалец. Аттила Молнар, венгер, под 2-м номером. И последний участник данного финала под 1-м номером Матей Киршек. Of course, it was Pavel Maslek for so many years, and Patrick Shaw last time round in Belgrade, but Kirsek flies the flag for the Czech Republic here. He is on the tight inside lane. Molnar of Hungary, also tricky lane draw for him in lane 2. Coelho of Portugal takes 3. Rasheen McDonald, Jamaica in lane 4. This man, Karsten Voorholm, the world record holder over 400 hurdles, goes in lane 5. And Alexander Doom, the in-form Belgium, out in lane 6. Ну что ж, если судить по личнику, тут, конечно, Карстен Вархольм является фаворитом.
Но посмотрим, как сложится сейчас забег. Все-таки в этом сезоне Александр Дум неплохо выглядит, бельгиец, 45-69. Но тем временем все-таки пока Вархольм на первой позиции. За ним Александр Дум. Ну и Макдональд на третьей позиции. Ямаец. Так, тоже Вархольм либо Дум. Ямайка тоже недалеко. Так, Александр Дум все-таки Вархольм обходит. Бельгиец побеждает норвежца. Да, в лыжных гонках такого сложно предположить. И с национальным рекордом Александр Дум становится чемпионом мира образца 24 года в помещениях. Карстен Вархольм сегодня только второй, 45-34. И Рушан Макдональд на третьей позиции с личником 45-65. Жоао, португалец, у нас с национальным рекордом. Финишировал на четвертой позиции 45-86. Венгер пятый и чех на шестой позиции. That was perfect. He was so close to Bornholm. He moved wide round the top bend. I thought he might be expending energy, but he was giving himself the perfect position to strike and put pressure on the hurdle specialist. Tactically, it was perfect from Doom, wasn't it? He was, he was reaching deep into the well. He was in uncharted territory. But the prize of beating a great champion like Warholm elevated himself to the fastest time anyone from his nation has ever produced. Warholm ran well, but you just felt as though Doom was so good in the semis, he knew he had a chance. It was close, with about 40 to go, maybe you thought, okay, Warholm will find another 2 or 3 yards. But this time, the brilliant Norwegian comes up just a fraction shy. Doom deserved it. He ran a brilliant race. To produce a PB in a major final against a huge star like Warholm, all credit to him. Brilliant run. And I wonder how much Alexander Doom will have re-watched that race from the European Indoor Championships last year, because Julian Vatran, his teammate, was finishing like an absolute train. And I think if Julian Vatran had a bit more confidence and gone closer, he might have won last year. But this time, 2024, the start of the Olympic year, has gone phenomenally for Alexander Doom. He takes gold in the men's 400 metres ahead of Karsten Warholm, and a brilliant bronze for Rasheen McDonald. We've crowned another world indoor champion, Molly Caudry. Так, Молли Каудери. Попытка на высоте 4 метра 85 сантиметров. Это заключительная попытка. Возьмет ли британка сейчас эту высоту? Так, смотрим разбег и... Не получается. Все останавливается. Молли Каудери. А вот что касается Элизы Маккартни, она свои 2 попытки переносит на следующую высоту 4,90. Ну что ж, сейчас играет ва-банк новозеландка. Because if Caudry went over, she knew she would have had to raise her effort, raise the ante here. I think she saved energy. Maybe felt like she only had one more good jump in her. Хотя, в принципе, конечно, могла остаться на этой высоте. Вот если бы она знала, что Каудери не возьмет высоту 4,85. Димыч пишет, Молли все равно ведь победит. Но если Элиза не возьмет с 2 попыток высоту 4,90, то Молли Каудери победит.
Ну, посмотрим. Лиза Маккартни. У нее личник 4 метра 94 сантиметра. Но в этом сезоне пока 4,84 только прыгала. Посмотрим. 4,90. Think about that. It was 8 years ago. McCartney was 19 years old. She has had injury after injury, and it's only really in the last 10-12 months or so. Так, что там у нас дальше по расписанию? Через 10 минут мужчины бег на 60 метров с барьерами финал. И через 25 минут женский финал на 60 метров. Ну что ж, 2 попытки сейчас есть у новозеландки, чтобы обойти свою соперницу. Борьба за золото. Лиза Маккартни. Ну, смотрите, совсем не получается попытка. И остается один прыжок. Тут, видимо, у нас итальянец настраивается. Занка по-прежнему пока первый, 17:53. Рики алжирец на второй позиции. Это тройной прыжок у мужчин. Так, а что там у нас у семиборцев? Ну, тут явно нету 17 метров. Because Pereira, with his last round effort, having had 4 no jumps, had gone from 16.74 and scraping into the last 8 to a 17.08, relegating Fang of China, for the moment at least, down to 4th. So Pereira of Portugal has got himself in a podium-winning position with 17.08. But remember, they jump in the reverse order of the positions they were in at the halfway stage, so Fang still has a chance to reclaim the bronze, the position that he occupied for so long. Pereira has the agony now of being forced to wait and watch. Here he is. Yaquing Fang, the Asian indoor champion last year. That's tricky. He was in the lead as early as the first round with his 17.35, but he's now suddenly got to fight. Так, у семиборцев, по-моему, еще продолжается борьба. And it will have to be in excess of 17.53 because he's had 2 no jumps and 2 passes. So on countback, if he got 17.53, Zhang would win. Right, Fang needs 17.08 to reclaim the bronze. No, not to be. It's good on the board. Pereira can barely contain his excitement. He knows with his own naked eye. Василий спрашивает, алжирец что там прыгнул? Алжирец. У него результат 17.35. У Занга 17.53. И португалец Тиаго Перейра на 3-й позиции. У него заключительная попытка оказалась удачной, 17.06, 0.8 вернее. Ну а здесь смотрим. Возьмет ли сейчас высоту новозеландка? И, эх, чуть-чуть не хватило.
Ну что ж, с учетом этого получается, что Молли Коудери одерживает победу в прыжке шестом у женщин. Элиза Маккартни на второй позиции и Кэти Мун третья. Ну, видимо, радость Молли Коудери. Имидж пишет, вот 4.85 не могла влезть. Да, наверное, зря она переместила свои попытки на следующую высоту. Надо было пытаться взять высоту 4.85. Маккартни. And just so exciting if they get the opportunity to have their friends and their family and their loved ones very close to them when they're competing. To go another level and get on the podium is phenomenal. To win a global title is just another level. And Molly Caudry, this will be a night she will never forget. Great to see Sandy Morris back on the podium and Eliza McCartney back to her very best. Scott Simpson, 2 medals for him. He started a new job with the New Zealand Athletics Federation. He stayed working with Molly Caudry. These women are great friends and spend a lot of time on the circuit together. The hugs and congratulations. Apologies, it was the bronze medal to Katie Moon. Of course, that was the American that completed the podium. Caudry, I don't think she's going to get any sleep tonight at all. There are the confirmed results of the women's pole vault final. It's been 2 gold medals for Great Britain and Northern Ireland. Molly Caudry joins Josh Kerr as the world indoor champion for 2024. Eliza McCartney of New Zealand picks up their first. Итоговые результаты сейчас на ваших экранах. Женщины прыжки в шестом высоту. Another global podium for her, but bronze for the outdoor champion with 4.75. There are 2 finals left. The first of which is the men's 60-meter hurdles. Ну что ж, финал мужчины. 60 метров бег с барьерами. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит Колину Джексону, британцу. Он его установил в 1994 году в Германии. 7:30. Ну, здесь 8 спортсменов, которые сегодня будут бороться за чемпионство. We wait for their official introductions. And if you're thinking of going out, please don't, because don't forget, we've got the women's 60-meter final coming after this. All eyes on this one, on Grant Holloway. It's an unprecedented. Ну, конечно же, здесь лидером является Грант Холлоуэй, американец. He's so fast, he almost comes at the barriers too quickly. You think he can't get his lead leg up, but he always does. Here we go then. Итак, на ваших экранах Лоренцо Нделли Симонелли, итальянец. В этом сезоне 7:46. Его результат на 60 метров с барьерами. Дальше испанец Энрике Лопес. На ваших экранах
A global showdown of huge quality. Just Kwao Mathy, European bronze medalist in Джаз Кваумати, француз. and came through a tight semi-final. He looks relaxed, but he'll need to be fully focused on the job in hand. Трей Каннингем, американец, третий номер. Так, я еще тут пропустил бельгийца. Майкл Обасуи под 8 номером. По 8 дорожке бежит. Якуб Жаманский, польский спортсмен под 6 номером. А Милан Трайкович, спортсмен из Кипра. Ну и, конечно же, Гран Холлоуэй. Я думаю, здесь Трей Каннингем составит конкуренцию своему соотечественнику Гранту Холлоуэю. Все-таки 7:39 у него. His championship record in Belgrade, 7:29. His world record in Albuquerque, 7:27. He is the only man in history to have run inside 7.3, and he's done it 3 times in his career. Could he make it 4? Could he ignite this crowd in Glasgow? Dare they dream of a second world record in one evening? Well, he's in that kind of form. Let's see. Simonelli, Italy in 1, Lopez, Spain in 2, Cunningham, USA 3, Trakovic, Cyprus in 4, Holloway, USA 5, Szymanski, Poland in 6, Kwamathi, France 7, Obasui, Итак, смотрим. Belgium in 8. Гран Холлоуэй по 5 дорожке, напоминаю. Каннингем по 3. Так, старт, поехали. Холлоуэй. Да, большое преимущество американца. И тут, конечно же, он побеждает. Вопрос, каким результатом? 7:29. С рекордом чемпионата мира. Итальянец Лоренцо Симонелли, второй, 7:43, национальный рекорд. И француз Джаз Кваумати на 3-й позиции, 7:47. And for the 4th time in history, we've just watched a man run inside 7.3 for the 60-meter hurdles. The winning run over this discipline goes on and on and on. Holloway celebrates, and so does Simonelli. Much better in the final than we saw in the semis. Not only the world indoor silver, but a national record as well. And Kwao Mathy replicates what he did in the heats. He completes the podium. 3 men inside. Спрашиваю, Холлоуэй на 100 метров также успешно бегает? Ну, вы, видимо, имели в виду 110 метров бег с барьерами. Да, Гран Холлоуэй на прошлом чемпионате мира был первым на дистанции 110 метров с барьерами. There's never a doubt in your mind. There's never a doubt in his mind that he's going to win. It's another joint championship record. It's another gold. And I honestly think he's on his way to becoming one of the greats. Ну что ж, поздравляем мы с установлением рекорда чемпионата мира американца. Так, я так понимаю, у меня все-таки немножко старые данные. Тут у меня стоит, что рекорд мировой 7:30 на 60 метров бег с барьерами. Так понимаю, в этом сезоне уже Гран Холлоуэй снял этот рекорд. Все-таки у него 7:27 стоит. Daphne, how impressed were you with that performance? I mean, we shouldn't take it for granted, should we? No, Holloway, he was fantastic. He did what he needed to do, but I was very surprised. Like Simonelli, he did it. Like I don't know why, but in the heats, in the semifinals, he stayed in my head. Every time I was thinking about that guy, he's so young and still. But you see, he's in the final
Не, бег с барьерами все-таки это совсем другое, нежели как раз гладкие 100 метров. Итак, что у нас еще остается? And what a dip on the line from Mathy, the Frenchman second from the left-hand side. Perfect over all the barriers. Lunging for the line. Perhaps he thought it might be getting close to his world record. It was only 200ths off. Да, в тройном прыжке у нас уже тоже определились победители. Спортсмен из Буркина-Фасо занял первое место с результатом 17:53. Это у нас Хьюз Занга. Алжирец Асир Мохаммед Трики стал все-таки вторым, 17:35. И Тьяго Перейра из Португалии расположился на третьей позиции, 17:08. В последней попытке он обошел китайца Фанг Яцина, который в итоге стал четвертым. Ahead of the start of this 19th edition of the World Indoors, he held court. He had the kind of magnetic personality you'd expect with a superstar. Итак, у нас остается 60 метров женщины, финал. Ну да, и напоминаю, что поддержать данную трансляцию можно либо через систему Donation Alerts, ссылочка есть в закрепленном сообщении в чате, если вы смотрите на YouTube. Также есть в описании под видео, если смотрите ВКонтакте, на YouTube. Ссылка на Donation Alerts. Ну и также можно поддержать напрямую по номеру карты. Номер карты также в описании под видео указан. Да, и примерно через 8 минут у нас женский забег на 60 метров. Ну и ждем результатов, что там у нас после 4 дисциплин у 7 борцев. Они у нас еще продолжат завтра соревноваться. But you're right, that defeat in Tokyo does stand out in his career to the hands of Hansel Parchment, and he does really want to convert that silver into a gold this summer. Okay, Daphne, give us your insight on this heat map. Holloway's is fourth up from the bottom. His start was really, really good. You see the speed is coming up, and he's still there at like 33. Oh yeah, 33.8. That's really quick on the hurdles. But you can see it from the beginning, he was in front of everybody, so it was a very clean and nice race. 33.8 kilometers an hour, but for that tiny little dip between 45 and 55, I think he would have broken the world record. But maybe that would have been greedy. It's a championship record, it's a glittering gold on a night that will long linger in the memory, and we've still got one race still to come. Confirmation. We have Burkina Faso. Ну, здесь первая тройка это как раз Занга, Трики и Перейра. Тройной прыжок. Pereira's bronze came from a last round effort. Django tracked the Algerian. He got closer, and then boom, over 1750, and he's now a double world champion. He holds the indoors and outdoors crowns at exactly the same time. Brilliant. A great gold for Django, 1753. Tricky put it right out there in round one, but he surely knew that the big man was coming. Pereira left it late and denied Fang the bronze. An excellent performance by the man from Portugal. Please don't go anywhere. There is one event left, and it could be very, very special indeed.
We've got a wonderful women's 60 meters down there. They've been setting their blocks up. Alea Hobbs limped at the end of her semi-final, and I think. Вот видим, спортсменки готовятся. Emotion. I haven't seen her try a block start though. She's set them up. Alea Hobbs, if you're going to put your body on the line, you've got to have absolute confidence. I don't know if I'm reading too much into that, but see, she's just massaging the back of her leg there. We've seen some taping on it. Almost looks like a hyperextension from the knee, a hamstring tendon or something like that, Daphne. Yeah, most of the sprints have problems like on that area. Also, behind the knee, there are a lot of small like muscles and everything. It's a very difficult thing because we need to make big steps. So that's, oh yeah, I know it's very painful. I had it a lot. Напомню, что на этой дистанции у нас Ева Свобода в полуфинале показала первое время 6:98. Единственное, кто выбежал из 7 секунд. Ну и, конечно же, здесь она является фавориткой. Yeah, I think it's a difficult decision because, of course, you will not take a risk, but maybe it's not a risk, just a pain. But it's not good for a final. And always, the difficult thing is, of course, it's in your head. If you have problems like that, and yeah, you see she had a lot of pain because if not, she will not show it. Molly Caudry being greeted there by her boyfriend Joel Clark-Carney's a high jump. Анатолий переводит 100 рублей по карте. Благодарю за поддержку. Never mind the years we've Вернее, been на through the карту. COVID pandemic, and so many of our athletes could have nobody there watching them. What a day for Molly Caudry. There's confirmation of the result in the women's pole vault. McCartney and Caudry clearing the same height, 480, but Caudry with the first time clearance of that height. Sorry, apologies, second time clearance of that height. Better than Это у нас McCartney's результаты third time шестовичек clearance. на сегодня. Чемпионат мира в помещении у нас короткий, всего лишь 3 соревновательных дня. Это у нас уже второй день вечерней сессии. И завтра заключительный третий день, где уже вечерние сессии будут одни финалы. Luxembourg flag there. I think that Patricia van der Veeken, the national record holder, will go in this 60-meter final. We've had a busy day, 3 rounds. Let's have a look back at how these 8 women made it to the global final. We've been treated to a light show here in Glasgow. The atmosphere has really come alive here on the second day of the World Indoor Championship. Что ж, 8 спортсменок сейчас готовятся к заключительному на сегодня забегу. Я напомню, что мировой рекорд в помещениях на этой дистанции принадлежит российской спортсменке Ирине Приваловой, 6:92. Этот рекорд был поставлен в 1993 году. Также рекорд на 50 метров принадлежит той же Приваловой, 5:96. 95 год. Патрисия ван дер Векен из Люксембурга по первой дорожке. Зои Хопс по 8-й, новозеландка. У них как раз одинаковый личник, 7:09. Дальше у нас Ранни Розиус, бельгийка. 7:19 в этом сезоне личник установила. По пятой дорожке Ева Свобода.
6.98. Scorched to a new world leading mark of 6.98 in her semi-final. There it is, the silver medalist from last time round, Briscoe. Микки Бриско по 7-й дорожке. Зайнаб Досса, итальянка, по 3-й. 6-я дорожка Алия Хопс, американка. У нее так-то личник 6.94, но пока в этом сезоне из 7 секунд не выбегала. Представительница Сент-Люсии Джульен Альфред. 6.99. Вот она в этом сезоне из 7 секунд выбегала. Ну и, конечно, Ева Свобода. Что ж, посмотрим, кто же здесь одержит победу. У Альфред тоже личник недурный. 6.94, как и у Хопс. Что я думаю, Альфред, Свобода и Хопс сейчас будут, конечно, сражаться. Так, Алия Хопс испытывает проблемы сейчас. Видимо, не сможет выступить. And I think as her body would have cooled down from that effort, she tried to warm it back up for this final. Everything in that leg is saying no, no, no. To be honest, I think it sounds really weird, but it's good that the cramp is on this moment and not in the race, because in the race you will have a serious injury. This cramp is okay. It's not nice on this moment, but I think for the Olympics it's good that she needs to go out, so it's better for her as well. Been hearing Aliyah Hobbs has been struggling throughout warm-up with this, and she really, really wants to run. Так, но похоже, не сможет она продолжить соревнования. Жалко, конечно. Алия Хопс. Какие-то проблемы с голеностопом у американки. Ну, до сих пор, да? Не дернуло, такое ощущение, да? Это нам повторяют. Is a USA personnel out there as well, and Aliyah Hobbs. This is heartbreaking because if she's got an injury, at the very least, perhaps she just hoped to get into the blocks and just run, even if she comes away as 8th. Да, видимо, даже уже самостоятельно не сможет она покинуть здесь место старта. Алия Хопс, здоровья. And delays of some nature, whether it's a delay because there's a field attempt going on or a disruption, they'll be used to this. But they're a close-knit community, the track and field community as well, and I'm sure they will not like to see a fellow competitor, Aliyah Hobbs, in pain like that, and they're going to have to really focus in. Zainab Dosso is walking back to her block. So we look at this race, they set their blocks up quite a long time ago. They were out here doing their run-throughs, making sure that was all right. Then they got walked off to do their entrance. It's actually been a long time now, relatively. Так, задерживается у нас начало финала. Practiced a block start, got themselves warmed up. I wonder if they'll be given any time to get re-warmed up. This could affect the overall times we might see in this event. And they're all going to have to watch poor Aliyah Hobbs being wheelchaired. Мы видим Хопс в расстроенных чувствах. Сейчас на коляске ее увозят. We saw her finish that semi-final. I didn't even think we'd see her again this evening. And let's hope that's just a cramp, that's a reaction to something she's managing, and nothing more serious for Aliyah Hobbs. Because I think if she had pushed her body all the way to the line over the 60 metres alongside these phenomenal women, we could have seen a tear, we could have seen something very significant for Aliyah Hobbs. So we wish her all the best. Second fastest woman of all time, 6.94. Hobbs will not take her place in lane 6. Just 7 women now
in this final at the World Indoor Championships. The new national record holder for Luxembourg, Patricia van der Vieken in lane 1, Rossius in 2, Dosso in 3, Julian Alfred, the favoured athlete from St Lucia, in lane 4, Ava Svoboda, the new world leading athlete, in lane 5, Micaiah Briscoe in 7, and Zoe Hobbs in lane 8. Ну что ж, смотрим с вами за финалом. Так, обошлось без фальстарта. И кто же одержит победу? Все-таки Альфред, по-моему, да? Свобода только, по-моему, вторая становится. Дождемся окончательных результатов. Но показывают нам Альфред. Да, 6.98. Жюльен Альфред из Сент-Люси становится победительницей с рекордом сезона. Ева Свобода на второй позиции 7.00. Кстати, хуже выступила, чем в полуфинале. Но на третьей позиции у нас итальянка Досса 7.05. Зайнаб Досса на третьей позиции. Вот видим, как она радуется. Зоя Хопс в итоге 4-я. Бриска у нас 5-я. Руис, бельгийка, 6-я. Ван дер Викен, спортсменка из Люксембурга, на 7-й позиции. Мы видим слезы счастья у Жюльен Альфред. 6.98. Видим, что Ева Свобода не расстроена. В любом случае, хорошее выступление, серебряная медаль. Ну и рада как золоту, видим, итальянка Зайнаб Досса. Итак, на этом у нас второй соревновательный день подходит к концу. Единственное, я еще пока не посмотрел, что же там у нас происходит у семиборцев. Я надеюсь, нам покажут. Потому что сайт уже совсем завис. You cannot underestimate the significance of what that will mean in the Caribbean and in St. Lucia specifically. I've had the privilege of going there. Such a proud nation. Laverne Spencer was. Так, у семиборцев все-таки спортсмен из Багамских островов прыгнул выше всех. Кен Маллингс 2 метра 16 сантиметров. Скотт Хайм второй, норвежец, 2.13. Ну а лидер где? Хаммер на 7-й позиции, 1,95 м. Так, и в итоге, что у нас происходит? Как раз Кен Маллингс выходит на первую позицию после 4 дисциплин суммой 3637. Симона Хаммер, швейцарец, перемещается на вторую позицию. Ну и проигрывает около 80 очков. Тут у нас итоговые результаты у женщин. Забеги на 60 метров. А эстонец у семиборцев сейчас на 3-й позиции. И он проигрывает всего лишь 6 очков Хаммеру. Это Йоханнес Эрм. Сохранена. И также запись сохранена у нас на платформе Кик. Там, по-моему, даже ссылка прямая есть в телеграм-канале.
На платформе Кик регистрация не нужна, так что можно просто зайти на канал и там найти данную трансляцию. Так, я сейчас посмотрю, есть ли у нас прямая ссылка. Ссылка на телеграм-канал есть в описании под видео. Так, прямой ссылки пока нет, но я ее сделаю после завершения стрима. На первый соревновательный день, на вечернюю сессию. Потому что, в принципе, на Кике, я думаю, удобно смотреть. А можно выбрать качество и, в принципе, альтернативу Твичу. Ну, есть прямая ссылка на группу ВКонтакте, где трансляция сохранена первого соревновательного дня. И сейчас тоже параллельно идет трансляция, что на Кике, что на... в группе ВКонтакте, вернее. Но здесь уже последние моменты у семиборцев. Последние моменты их борьбы в четвертой дисциплине. Елена переводит 1000 рублей на карту. Благодарю за поддержку. Всем большое спасибо, кто финансово поддерживает, кто сегодня был на трансляции. Over 2:13, that brought him a massive 925 points, elevating him to 4th overall. Very important points secured. That really is a world-class piece of jumping. He's a 4-time national champion. Так, ну и что-то еще хотела сказать. Да, через 2 часа у нас, получается, стартует марафон в Токио, где у нас Сифан Хасан побежит. Также побежит Элиот Кипчоги. Ссылочка на трансляцию уже есть на канале, на YouTube-канале. ВКонтакте, я думаю, тоже сейчас ссылочка появится. Ну и на Telegram обязательно, конечно, подписывайтесь. Так, Димыч пишет трансляцию. Нашел, не вижу времени начала. В 3 часа ночи. То есть через 2 часа ровно начнется токийский марафон. Там у нас помимо элиты еще и колясочники первыми выйдут на старт. Все-таки токийский марафон входит в серию больших марафонов. В серию Majors. Вот видим, да, Симона Хаммера проигрывает сейчас Кену Мулингу или Малингу 79 очков. 85 очков отставания Эрма, и Скотт Хейм 90 проигрывает. Вот первая четверка довольно близко друг от друга находится. Ну и соревнования семиборцев, как я и ранее говорил, продолжится у нас завтра. Еще 3 дисциплины. Вечерняя сессия начнется также в 22:00 по московскому времени. Ждите анонсов предстоящих трансляций. На этом все. Еще раз большое спасибо, кто финансово поддерживал, кто просто смотрел, кто проставлял лайки, кто подписывается. Ирина переводит 200 рублей на карту. Благодарю за поддержку. Ну что ж, на этом, я думаю, пора заканчивать. Встретимся с вами уже на следующих трансляциях. На этом все. Пока-пока.